Глава 1716. Равновесие и прорыв ворот. Выражение лица Шикуна внезапно изменилось, когда он услышал это, и он улыбнулся со словами: «Тем не менее, брат Хань, несомненно, самый могущественный среди нас, поэтому мы надеемся, что ты приложишь дополнительные усилия, когда мы попытаемся нарушить это ограничение в главном дворце». «Я самый могущественный среди нас?» Я, конечно, не осмелился бы согласиться с этим мнением, но будьте уверены, я обязательно приложу все свои усилия, ответил Хань Ли, кивнув в невыразительной манере. Лю Шуэр и Шикун обменялись взглядами, услышав это, и оба чувствовали себя довольно успокоенными после выполнения обещания Хань Ли. Оба они были очень гордыми людьми, но, взойдя по горной тропе и насильственно разрушив иллюзорную формацию, они израсходовали значительную часть своей магической силы. Без помощи такого непостижимого существа, как Хань Ли, им действительно было бы довольно сложно нарушить ограничения в этом главном дворце. Им не нужно было беспокоиться о том, что Хань Ли внезапно нападет на них после того, как они нарушили это ограничение, поскольку Цай Люин и Дуань Тиньжэнь все еще ждали их в облачном городе, и эти двое старейшин стадии интеграции тела были для них страховкой. Благодаря огромному количеству мощных способностей, которые Хань Ли продемонстрировал во время этой поездки, они двое больше не просто завидовали, они стали весьма настороженно относиться к нему и защищаться по отношению к нему. Но опять же, если бы не непостижимая сила Хань Ли, они, возможно, были бы склонны отменить свое первоначальное соглашение о разделении сокровищ, помимо тех, о которых просили Цай Люин и Дуань Тиньжэнь. Лю Шуэр и Шикун оба опасались способности Хань Ли, и они знали, что они могут не подойти ему даже в битве 2 на 1, поэтому они, естественно, не собирались противостоять ему. Напротив, Хань Ли был уверен в своей способности убить этих двоих, но он не хотел нарушать их договор, поскольку это могло потенциально повлиять на его психическое состояние, тем самым проявив внутренних демонов. Кроме того, он также довольно настороженно относился к Цай Люин и Дуань Тиньжэнь, поэтому не питал никаких скрытых мотивов. Таким образом, всем троим приходилось поддерживать стабильный баланс. Однако, принимая во внимание тот факт, что поблизости находились существа расы Цзяочи, естественно, было лучше забрать сокровища как можно скорее. Вот почему Лю Шуэр и Шикун немедленно попытались проникнуть в главный дворец после выхода из иллюзорной формации, несмотря на то, что они знали, что ограничение на воротах дворца, скорее всего, будет довольно серьезным. В конце концов, они обнаружили, что ограничение было даже более мощным, чем они ожидали, и уничтожило молот Шикуня и зеркало Лю Шуэр практически в мгновение ока. Эти два сокровища не были самыми сильными в их репертуаре, но они определенно были сокровищами, которые они использовали больше всего и с которыми было удобнее всего пользоваться. Таким образом, они, естественно, были очень удручены тем, что сокровища были уничтожены напрасно. Таким образом, как только появился Хань Ли, они решили попытаться заставить его нести на себе основную тяжесть груза, когда дело дошло до нарушения этого ограничения. Я бы не прочь приложить еще несколько усилий, чтобы сломать эту формацию, но я уверен, что старший Цай и старший Дуань, должно быть, приготовили много сокровищ для вас двоих, чтобы устранить потенциальные ограничения, с которыми вы можете столкнуться. Было бы лучше всего снять это ограничение за один раз, чтобы сэкономить время и магическую силу, поэтому, если у вас двоих есть какие-то особые сокровища, я бы посоветовал вам достать их прямо сейчас, серьезно сказал Хань Ли. Услышав это, Ши Кун и Лю Шуэр на мгновение замешкались. Конечно, брат Хань. Ты так ясно изложили свою точку зрения, я, конечно, тоже не буду сдерживаться. У меня есть набор сокровищ, которые весьма эффективны, когда дело доходит до разрушения ограничений, и я обязательно помогу тебе изо всех сил, заверила Лю Шуэр с улыбкой. После недолгого колебания Шикун также вмешался. У меня тоже нет возражений. Чем раньше мы соберем эти сокровища, тем скорее мы сможем разойтись. Я все еще надеюсь найти хорошее место для уйду в уединение, чтобы я мог прорваться через свое узкое место. По этой причине я также буду использовать разрушающий ограничение талисман, которым меня наделил мой мастер. Услышав это, на лице Хань Ли появилось довольное выражение, и он больше ничего не сказал, шагая к воротам дворца. Лю Шуэр и Шикун последовали за ним, один слева, а другой справа. В конце концов, все трое остановились на расстоянии более 100 футов от ворот. Хань Ли бросил взгляд на ворота и сделал глубокий вдох. После своего опыта разрушения формации в лечебном саду он развил определенную уверенность в том, что здесь можно встретить пурпурную молнию. Перед лицом мощной пурпурной молнии было совершенно ясно, что первым, кто атакует ворота, будет тот, кто понесет основной удар ответной силы ограничения. Пока он сможет противостоять этому возмездию, им троим станет намного легче нарушить ограничение. Имея это в виду, черная ци начала выходить из его тела, и снова появился его костюм небесных дьявольских доспехов. Слои черных рун появились вокруг доспехов, мгновенно скрыв большую часть его тела. Затем он издал протяжный крик, и ослепительный золотой свет излучился вокруг него, когда за его спиной возник золотой свет с 3 головами и 6 руками.
Хань Ли сделал печать заклинания, и вокруг тела его проекции начал кружиться золотой свет. В то же время поверхность проекции стала чрезвычайно яркой, словно на нее внезапно был нанесен слой золотой краски. Это золотое тело. Лю Шуэр была достаточно осведомлена, и она сразу же определила природу проекции, и на ее лице появилось ошеломленное выражение. Выражение лица Шикуна также изменилось, чтобы отразить ее, когда он услышал ее ошеломленные слова. Многие высокоранговые искусства культивации могли проявлять проекции, когда их культивировали до определенной степени, но очень редко проекции развивались в золотое тело. Это происходило не только из-за того, что соответствующие искусства культивации были чрезвычайно редкими, а материалы, необходимые для проявления золотых тел, всегда были чрезвычайно редкими и трудными для сбора. Если бы не тот факт, что Хань Ли был чрезвычайно удачлив и получил несколько основных ингредиентов в быстрой последовательности, он бы не смог этого добиться. Таким образом, Лю Шуэр и Шикун были весьма удивлены, затаив дыхание, наблюдали, пока Хань Ли возьмет на себя инициативу. Сразу после этого Хань Ли перевернул руку, и миниатюрная черная гора появилась над его ладонью, прежде чем ее бросило в воздух. Серый свет исходил от горы, и она резко увеличилась до более чем 100 футов, прежде чем яростно рухнула на ворота дворца. Раздался громкий грохот, и как только гора ударилась о ворота, бесчисленные дуги пурпурных молний вспыхнули, прежде чем переплелись, образуя сеть молний. Даже с необычайным весом экстремальной горы эссенции божественного тела, и она была остановлена молниеносной сетью и не могла двигаться дальше. Почти в то же время грянул раскат грома, и несколько молниеносных змей вырвались из ворот и в мгновение ока устремились к Хань Ли. Выражение лица Хань Ли осталось совершенно неизменным, когда он увидел это, и он лишь слегка прищурился, когда перед ним вспыхнул золотой свет. Его золотое тело внезапно появилось перед ним, и его 6 рук расплылись, когда он одновременно взмахнул своими мерцающими золотыми руками по воздуху, чтобы противостоять пурпурным молниеносным змеям. Вспыхнул золотой и пурпурный свет, и золотые руки остались совершенно невредимыми. Затем они в унисон схватились за фиолетовых молний, и в следующее мгновение от двери вырвалось еще больше подобных молний. Однако эти дуги молнии также были пойманы золотым телом, и Лю Шуэр и Шикун были ошеломлены и восторжены, увидев это. Двое из них переглянулись и воспользовались этой возможностью, чтобы без колебаний нанести удар. Шикун открыл рот, чтобы изгнать мерцающий серебряный талисман, который превратился в серебряный световой шар, который мгновенно устремился к воротам дворца. Тем временем Лю Шуэр взмахнула рукавом, и 3 мерцающих золотых коротких алебарды мгновенно вырвались вперед, прежде чем также устремились к воротам со странным пронзительным звуком. Серебряный шар света и 3 полосы золотого света поразили пурпурную молнию на воротах дворца почти одновременно, и духовный свет вспыхнул, когда серебряный талисман бесследно исчез в молнии. Напротив, 3 полоски золотого света ударили в ворота дворца с громким грохотом, и было обнаружено, что 3 золотые алебарды плотно прижались к пурпурной сети молний треугольным строем. Грохочущие удары молнии сети мгновенно стихли, и большая часть ее мощности была поглощена 3 золотыми алебардами, тем самым значительно уменьшив ее эффект. В этот момент Шикун начал что-то повторять, а затем с серьезным выражением лица указал пальцем на ворота. Раздался приглушенный удар, и белый свет вспыхнул перед нетронутым светлым лотосом, который был белым, как снег, внезапно расцвел на воротах дворца. Первоначально он был размером с человеческий кулак, но в следующее мгновение раздулся до размеров человеческой головы. Пурпурные дуги молний от ворот дворца все еще ярко вспыхивали, но они ничего не могли сделать с иллюзорным духовным цветком и были бессильны остановить его рост. В конце концов, почти половина ворот дворца была окутана проекцией белого лотоса. Взрыв. Злобное выражение появилось на лице Шикуна, когда он наложил последнюю печать заклинания, и проекция легкого лотоса сразу же вздрогнула, взорвавшись сокрушительным ударом по его велению. Опаляющий белый шар света, похожий на мерцающее солнце, появился на воротах дворца, и белый свет мгновенно залил все ворота вместе с пурпурной сетью молний чрезвычайно выразительно. Когда белый свет наконец рассеялся, ворота дворца снова появились, и было обнаружено, что теперь на их поверхности образовались бесчисленные вмятины в кратерах. Врата находились в крайне плачевном состоянии, но не были полностью разрушены, и когда пурпурный свет вспыхнул над их поверхностью, они быстро начали восстанавливаться со скоростью, которая была заметна невооруженным глазом. Однако все пурпурные дуги молний были уничтожены, и в результате гора Хань Ли снова стала свободной. Хань Ли немедленно воспользовался этим, и его гора резко развернулась по его велению, выпустив вспышку яркого серо-белого света, а затем резко увеличилась примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером, прежде чем снова рухнуть к воротам дворца. На этот раз ничто не могло помешать этому, и черная гора ударилась о ворота дворца с оглушительным грохотом. Поскольку сила ограничения была сильно ослаблена, ворота дворца были наконец разрушены огромной силой позади горы Хань Ли. Таким образом, черная гора влетела прямо в главный дворец, и Хань Ли, естественно, был в восторге от этого. Он провел рукавом по воздуху, и золотое тело проекции перед ним внезапно исчезло, как будто его вообще никогда не было.
и Лю Шуэр, и Ши Кун бросились вперед сзади него, пытаясь войти во дворец первыми, и они оба одновременно появились у входа во дворец в виде призраков после нескольких вспышек. Сразу после этого они остановились на месте, прежде чем смотреть вперед со странным выражением лиц. «Брат Ши, наставления моей госпожи были для меня очень четкими. Я должна заполучить таблетку духовной бездны в главном дворце. Что касается всего остального, можешь выбрать любые сокровища, о которых старший Дуань говорил», сказала Лю Шуэр после короткой паузы. Глава 1717. Завеса. Золотой котел. Но я также получил инструкции от своего мастера заполучить эти таблетки, несмотря ни на что. Как насчет этого? Я могу предложить тебе все остальное, кроме таблеток духовной бездны. Конечно, мой мастер предложит альтернативную взаимность старшему Цаю в обмен. Ши Кун усмехнулся в ответ, но его голос явно стал более стоическим. Что ты имеешь в виду, господин Даосист Ши? Разве ты не повторил то, что я только что сказала? Моя госпожа ясно дала мне понять, что я должна получить таблетки духовной бездны, и что она не примет никаких альтернатив. Если ты отступишь, я могу пообещать тебе флакон с почитаемой кристаллической лунной жидкостью. Уверена, что ты знаешь, что эта духовная жидкость влечет за собой для твоей расы брат Ши. Это чрезвычайно востребованный предмет даже для существ ранга святого уровня вашей расы каменных коконов. В глазах Лю Шуэр появилось холодное выражение, но ее тон стал более нежным и доброжелательным. Кристаллическая лунная жидкость. Выражение лица Шикуна немного изменилось, когда он услышал это, и было совершенно ясно, что это было совершенно неожиданное предложение, которое действительно было весьма соблазнительным для него. Однако затем он сразу же вспомнил строгие инструкции Дуан Тиньжэня перед его отъездом, и его сердце мгновенно забилось, и он отбросил свои личные желания. Он немедленно покачал головой и отказался. «Нет. Кристаллическая лунная жидкость действительно очень соблазнительна для меня, но без таблеток духовной бездны я не смогу показаться на глаза своему мастеру». «Так ты вообще не желаешь отступать или идти на компромисс, господин Даосист Ши?» Голос Лю Шуэр также приобрел холодный тон. На этот раз Ши Кун не ответил, он просто холодно оценил Лю Шуэр, и его намерения были ясны как день. Лю Шуэр тоже замолчала и встретила его холодный взгляд своим холодным взглядом. Внезапно атмосфера стала чрезвычайно напряженной, и Хань Ли невольно нахмурился, увидев это. «Сейчас не время ссориться, господа. Я не знаю, каким необычным эффектом обладают эти таблетки и что делает их такими желанными для двух наших старших, но не думаете ли вы, что еще слишком рано вступать в конфликт, когда мы даже не выяснили, действительно ли эти таблетки находятся в этом дворце?» Выражение лица Ши Куня слегка изменилось, когда он услышал слова Хань Ли, и Лю Шуэр также повернулась к нему, когда в ее глазах промелькнуло странное выражение. «Двое наших старших могут быть убеждены, что в этом дворце есть таблетки духовной бездны, но я предполагаю, что этот вердикт был вынесен на основании косвенных улик. В конце концов, они не получали доступа к этому месту в прошлом, так что, возможно, их выводы неверны. Почему бы нам не войти во дворец и не выяснить, действительно ли эти таблетки можно найти здесь, прежде чем вы двое примете решение?» Спокойно предположил Хань Ли. Услышав это предложение, на лицах Ши Куня и Лю Шуэр появилось задумчивое выражение. Двое из них, естественно, уже рассмотрели возможность того, о чем говорил Хань Ли, но в тот момент, когда ворота дворца были сломаны, они оба так хотели получить преимущество над другим, что забыли о своих прежних подозрениях. Теперь, когда Хань Ли напомнил им об этой возможности, они оба пришли в себя, и им, естественно, стало совершенно ясно, что их главным приоритетом было сначала найти таблетки, затем решать, кто их заберет. «Ты прав, брат Хань. Господин Даосист Ши, давай определим, действительно ли в этом дворце есть таблетки духовной бездны, прежде чем обсуждать что-либо еще», медленным голосом сказал Лю Шуэр. «У меня нет возражений против этого предложения, фея Лю». Он знал, что присутствие Хань Ли может сыграть важную роль в том, какая страна в конечном итоге потребует таблетки, поэтому он улыбнулся и согласился на компромисс. «Видя, как вы двое достигли временного решения, почему бы нам всем вместе не отправиться внутрь?» Сказал Хань Ли с улыбкой и сделал к ним несколько шагов. У Ши Кун и Лю Шуэр, естественно, не было никаких оснований отказываться, и они оба кивнули в ответ. Таким образом, трое из них вошли во дворец один за другим, затем расположились бок о бок, рассматривая весь дворец. Как и ожидалось от главного дворца. Внутреннее пространство было размером около 10 тысяч футов, и в нем могли с комфортом разместиться несколько тысяч человек. Первое, что все увидели, были пурпурные колонны внутри дворца, каждая из которых была толщиной с человека, а таких колонн было более сотни. Также было много устаревшего оружия, свисавшего со стен дворца. Все это были либо длинные алебарды, либо гигантские топоры, и все они мерцали серебряным светом, излучая мощную духовную ци. На первый взгляд, их было около 1000, а у подножия стен через равные промежутки времени стояли разноцветные доспехи.
Доспехи были совершенно пусты, и по замысловатым узорам, вырезанным на их поверхности, было совершенно ясно, что это необычные доспехи. На другом конце дворца, прямо напротив ворот, была огромная завеса, переливающаяся лазурным светом. Казалось, что на завесе что-то нарисовано, но было трудно разобрать, что именно там, поскольку она была слишком далеко. Перед ширмой стоял невысокий столик, напоминавший чайный, на котором стоял золотой котел. Кроме того, весь дворец был совершенно пуст без каких-либо украшений, поэтому им не нужно было прилагать никаких дополнительных усилий в поисках сокровищ. Трио Ханьли, естественно, было весьма удивлено, увидев это, и Ханьли бросил взгляд на завесу и золотой котел вдалеке. После краткого размышления он зашагал прямо в этом направлении, и Лю Шуэр и Ши Кун обменялись быстрыми взглядами, а затем последовали за ним. В конце концов, не было ничего, что стоило бы исследовать во всем дворце, кроме экрана и золотого котла. Таким образом, трое из них пробрались на расстоянии более 100 футов от экрана и золотого котла в странной атмосфере. Хань Ли остановился на месте и начал оценивать два предмета издалека. Ши Кун и Лю Шуэр также рефлекторно остановились и начали осматривать два предмета с разными выражениями лица. Хань Ли скрестил руки за спиной, и выражение его лица выглядело довольно спокойным и безмятежным, но уже глубоко в его глазах вспыхивал синий свет. Поверхность завесы была скрыта слоем лазурного света, но это, конечно, не должно было озадачить его способность духовного глаза. Таким образом, он мгновенно понял, что было нарисовано на завесе, и на его лице появился намек на удивление. На экране были изображены странные массивные врата, на поверхности которых были начертаны золотые и серебряные руны. Ворота были устаревшего дизайна и полностью черного цвета, но два типа рун на их поверхности постоянно мигали, придавая им интригующий вид таинственности. Золотые и серебряные руны имели небольшое сходство, и они были ничем иным, как скошенным серебряным текстом и текстом золотой печати, оба из которых были текстами духов, используемыми в мире истинных бессмертных. Хань Ли слегка приподнял бровь и мгновенно выпустил струю духовного чутья в сторону гигантских ворот на экране. Как только его духовное чутье соприкоснулось с изображением гигантских ворот, с экрана вырвался взрыв огромной силы, и прежде, чем этот пучок духовного чувства успел среагировать, он был втянут в завесу, тем самым полностью отключив его связь с Хань Ли. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, и у него сразу же появилось чувство осторожности по отношению к этому экрану. Ши Кун издал приглушенный стон и отступил на полшага, прежде чем сразу же поймать себя. Он явно тоже стал жертвой силы этой завесы, и казалось, что он пострадал больше, чем Хань Ли. Лицо Лю Шуэр было скрыто ее капюшоном, поэтому было невозможно уловить ее выражение, но ее тело также слегка качнулось, прежде чем она смогла удержаться, так что она также определенно знала об особой природе этого экрана. Хань Ли потерял немного духовного чутья, но это никак не повлияло на него, поскольку его духовное чутье было намного сильнее, чем у двух его товарищей. Он на время отвлекся от экрана и опустил голову, чтобы оценить золотой котел. Котел сиял золотым светом, и на его поверхности был выгравирован ряд узоров, напоминающих облака и туман. Эти узоры были чрезвычайно сложными, и большинство из них имели форму штопора. Они были разложены по всему котлу, и при ближайшем рассмотрении он почувствовал головокружение. Сердце Хань Ли забеспокоилось, увидев это, и он снова спокойно высвободил свое духовное чутье, только чтобы обнаружить, что оно вообще не может проникнуть в котел. Он не знал, из какого материала был выкован котел, но он мог полностью скрыть его духовное чутье. Тем не менее, он также заметил, что по бокам котлов есть два квадратных углубления, и они, похоже, были прорезями, в которые можно было помещать определенные предметы. Хань Ли на мгновение задумчиво посмотрел на него, прежде чем он внезапно что-то почувствовал, и он обратил свой взгляд на двух своих товарищей, от которых его сердце сразу же слегка зашевелилось. Лю Шуэр и Ши Кун в данный момент смотрели на древний золотой котел пристальными немигающими глазами. Чтобы быть более конкретным, они смотрели на квадратное углубление в золотом котле, и на лице Ши Куна было восторженное выражение. Глаза Хань Ли слегка сузились, и он спросил: «Вы двое узнали этот золотой котел?» Восторженное выражение лица Ши Куна немного отступило, когда он услышал это, и он поспешно покачал головой в ответ. «Конечно, ты шутишь, брат Хань, я впервые пришел сюда, поэтому, очевидно, я не могу здесь что-либо узнать». «А тогда почему вы оба так заинтересованы в том, чего даже не узнаете?» — спросил Хань Ли со слабой улыбкой. Видя, как Хань Ли отказался успокаиваться, Ши Кун решил перебросить горячую картошку Лю Шуэр. «Ну, почему бы тебе вместо этого не спросить об этом у феи Лю? Она знает об этом больше, чем я». Лю Шуэр, естественно, была очень недовольна коварной тактикой Ши Куня, но она могла предложить объяснение при виде любопытного взгляда, который Хань Ли обратил на нее. Нет нужды проявлять чрезмерную подозрительность, брат Хань. Этот котел, скорее всего, является сокровищем, содержащим таблетки духовной бездны и другие сокровища, которые ищут мой хозяин и старший Дуань. Господин Даосист Ши и я оба осознаем это,
как каждый из нас несет какой-то особый предмет. Господин Даосистши, как насчет того, чтобы ты и я передали эти предметы брату Ханю, чтобы он их увидел? Объяснила Лю Шуэр. Хе-хе, мне действительно стало любопытно, усмехнулся Хань Ли, услышав это. Нерешительное выражение появилось на лице Шикуня в ответ на предложение Лю Шуэр, и он почувствовал себя так, как будто выстрелил себе в ногу. «Ты что-то не хочешь показывать мне, брат Ши?» — спросил Хань Ли, казалось бы, небрежно, и его тон был чрезвычайно доброжелательным. Однако сердце Шикуна сразу же содрогнулось при виде умиротворенного выражения лица Хань Ли, и он поспешно усмехнулся. «Конечно, нет. Даже если бы ты не спросил, я бы все равно раскрыл этот предмет. 2 предмета необходимы, чтобы сохранить сокровище в котле». Таким образом, он перевернул руку, когда говорил, и золотой свет вспыхнул, когда предмет появился над его ладонью. Хань Ли, естественно, сразу же сфокусировал свой взгляд на предмете и быстро понял, что это. Глава 1718. Сохранение сокровищ в котле. Это также был мерцающий золотой объект прямоугольной формы с вырезанной на одном конце головой дракона. Он напоминал печать, и после некоторого осмотра предмета Хань Ли перевел взгляд на Лю Шуэр. Лю Шуэр, естественно, знала о намерениях Хань Ли и спокойно подняла руку, чтобы призвать объект, который также сиял золотым светом. На первый взгляд этот объект выглядел очень похожим по внешнему виду на тот, что был в руке Шикуна. Он был примерно того же размера и формы, но на одном конце была вырезана голова золотого феникса, а не голова дракона. Созерцательное выражение появилось на лице Хань Ли после осмотра этих 2 предметов. В этот момент Лю Шуэр начала давать объяснение. Эти 2 предмета известны как изысканные ключи, и они единственные, что может открыть этот золотой котел. Кроме того, для этого необходимо присутствие обоих. Мы не знали о ситуации во дворце до того, как прибыли сюда, но моя госпожа сказала, что изысканные ключи могут открыть этот котел, так что, скорее всего, в котле содержатся таблетки духовной бездны. В самом деле, мой мастер сказал мне то же самое. Видя, как Лю Шуэр раскрыла правду, Шикун также больше не пытался что-либо скрывать. В таком случае, почему бы вам двоим не открыть котел, чтобы посмотреть, есть ли там сокровища, о которых просили 2 наших старших? Интересно, сколько там таблеток духовной бездны? Вы 2 сможете разделить их, а не спорить о праве собственности, сказал Хань Ли с беспечной улыбкой. Лю Шуэр и Шикун обменялись взглядами, услышав это, и в их глазах появилось своеобразное выражение. «Брат Хань прав, этот котел рано или поздно придется открыть, так что давай вставим наши ключи, господин Даосистши. Вполне вероятно, что там только 1 таблетка духовной бездны, но если их действительно 2 или больше, то мы не нужно будет драться из-за них», — спокойным голосом предложила Лю Шуэр. Шикун, похоже, тоже принял какое-то решение и внезапно ухмыльнулся, сказав то, что стало легким сюрпризом для Лю Шуэр. «У меня нет возражений против открытия котла, но я думаю, что мы должны передать наши изысканные ключи брату Ханю, чтобы он смог забрать сокровища из котла, а затем решить, как разделить их между нами. Что думаешь об этом, фея Лю?» Лю Шуэр временно не знала, как ответить. «Ты сомневаешься в способностях брата Ханя?» На лице Шикуна появилось своеобразное выражение. «Конечно, нет. С непостижимой силой брата Ханя было бы идеально, если бы он заполучил сокровище для нас. Брат Хань, пожалуйста, прими мой изысканный ключ». Лю Шуэр среагировала довольно быстро обдумав ситуацию, сразу же улыбнулась и приняла решение, подняв руку, чтобы бросить свой изысканный ключ Хань Ли. Шикун также холодно усмехнулся и без колебаний бросить свой ключ Хань Ли. Хань Ли провел рукавом по воздуху, и во вспышке лазурного света оба изящных ключа одновременно появились в его руке. Однако, когда он осмотрел пару ключей, на его лице появилась кривая улыбка. «Вы 2 обо мне довольно высокого мнения». «Ха-ха, конечно. Только попросив тебя забрать сокровища вместо нас, фея Лю и я сможем избежать конфликта. В противном случае ни один из нас не будет доверять другому во время сбора сокровищ», — усмехнулся Шикун. «Я также полностью доверяю брату Ханю». Глаза Лю Шуэр вспыхнули, и на ее лице появилась улыбка. «Хе-хе, для меня большая честь получить ваше доверие, но это также довольно тяжелое бремя», — Хань Ли оценил 2 ключа и покорно покачал головой. Однако он не вернул ключи Шикуню и Лю Шуэр. После краткого размышления он действительно направился к золотому котлу. Он действовал так спокойно и собрано, естественно, потому что был уверен, что обладает более чем достаточной силой, чтобы доминировать над этими 2. Перед лицом абсолютной власти никто из них действительно мало что мог сделать. При виде этого в глазах Лю Шуэр и Шикуня появилось напряжение, но они оба действовали весьма разумно и остались на месте. Достигнув 10 футов от котла, Хань Ли снова остановился и взглянул на 2 углубления по обеим сторонам котла.
Сразу после этого он ввел свою магическую силу в 2 ключа в руке и щелкнул запястьем. Изысканные ключи взорвались со странным криком, превратившись в золотого змея и золотого феникса во вспышке золотого света. Оба из них повернулись вокруг золотого котла и, влетев в углубление, в мгновение ика исчезли в котле. Сразу после этого 2 углубления на котле были заполнены с безошибочной точностью. 2 изысканных ключа были полностью встроены в котел, из которых были видны только головы дракона и феникса. Они легко входили в углубление, без видимых зазоров. В тот момент, когда пара ключей вошла в золотой котел, внезапно раздался мелодичный рык дракона. Затем вспыхнул ослепительный золотой свет, и узоры на поверхности котла начали вращаться, как живые. Даже золотой свет, излучаемый котлом, начал принимать особую форму вихря, и Хань Ли был поражен чувством дезориентации при виде этого золотого вихря, словно собирался быть втянутым прямо в него. Его сердце сразу же забилось в ответ, но на самом деле он не боялся котла, так как им никто не владел, поэтому он определенно не представлял для него угрозы. Он поспешно активировал свою технику великого развития, и в то же время его глаза вспыхнули синим светом, и его дискомфорт мгновенно полностью исчез. Внезапно он издал тихий крик и сделал печать заклинания, и вперед вырвалась лазурная печать, мгновенно исчезнув в котле. В следующее мгновение рев дракона, издаваемый котлом, превратился в восхитительный крик феникса. Издалека казалось, что головы дракона и феникса по обе стороны от золотого котла начали двигаться, как живые. Сверкающая золотая крышка котла поднялась в воздух и превратилась в ничто. Затем из котла раздался громкий шум, и вслед за грохотом взорвалось несколько золотых световых шаров разного размера, и они попытались сбежать в небо. Однако Хань Ли был готов к этому, поэтому он определенно не собирался упускать эти предметы из рук. Таким образом, он немедленно вытянул руку вперед, и серый свет хлынул, как молния, мгновенно окутав все золотые шары света сразу. Однако эти золотые шары света внезапно рассеялись, и серый свет отступил на их пути, не создавая для них никаких препятствий. Хань Ли был довольно встревожен, увидев это, и сразу же сделал печать заклинания рукой и открыл рот, выпустив шар лазурного света. В лазурном свете был миниатюрный лазурный котел, и это был не что иное, как его небесный котел. Его рука вылетела, как пятно, и ударилась о стенку котла, с которой крышка сама отлетела. Сразу после этого облако лазурных нитей взорвалось и разлетелось по воздуху. Бесчисленные зеленые нити переплетались, образуя гигантскую лазурную сеть, которая охватывала собой все золотые шары света. Как только золотые шары света попали в сетку, все они были отброшены назад, и Хань Ли сделал еще одну печать заклинания, указывая вверх. Огромная лазурная сеть резко сложилась сама по себе, и все золотые шары света оказались внутри нее, тем самым полностью обездвиживая их. Только тогда Хань Ли спокойно взмахнул рукой, и лазурные нити мгновенно начали излучать ослепительный свет, заставляя Лю Шуэр и Ши Кун непроизвольно моргать, глядя на них с восхищенным вниманием. Лазурная сеть, содержащая золотые шары света, превратилась в полоску лазурного света, потеплевшую вниз, а затем во вспышке исчезла в маленьком котле. Затем лазурная крышка котла немедленно опустилась, чтобы запечатать небесный котел. Хань Ли сделал хватательное движение к маленькому котлу, и тут же вспыхнул лазурный свет, после чего в его руке появилось сокровище. После этого он взял сокровище в одну руку и повернулся лицом к 2 своим товарищам. «Господа, сокровища собраны, вам придется осмотреть их лично, чтобы проверить, есть ли в них сокровища, о которых просили 2 наших старших». Как только его голос затих, он снова взмахнул запястьем, и небесный котел поднялся в воздух, неподвижно зависнув перед ним. Затем он скрестил руки и оценил 2 своих товарищей с намеком на улыбку на лице. Лю Шуэр и Ши Кун обменялись взглядами, услышав это, но Лю Шуэр тут же усмехнулась, кивнула и грациозно направилась к котлу. Ши Кун потер собственный подбородок и взглянул на лазурный котел, зашагав к нему. Затем 2 из них остановились примерно в 10 футах от котла, и прежде, чем они хоть что-то сказали, Хань Ли спокойно махнул рукой вперед. Маленький лазурный котел тут же повернулся на месте, и его крышка снова исчезла, открыв вспышку лазурного света, непрерывно вспыхивающую внутри него. «Брат Хань, это духовное сокровище, не так ли? У него есть название». Внезапно спросил Ши Кун. «Тебя интересует это духовное сокровище, брат Ши?» Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он ответил вопросом на вопрос. «Не совсем. Просто мне повезло, что я видел точную копию хаотического звездного духовного свитка в нашей расе каменных коконов, и, похоже, на ней был предмет, очень похожий на ваш котел», — объяснил Ши Кун. «Хаотический звездный духовный свиток». Хань Ли рефлекторно слегка нахмурился. «Разве ты не слышал об этом, брат Хань?» Ши Кун был несколько ошеломлен. «Я, естественно, слышал об этом, но это все слухи, и я действительно не знаю точных деталей свитка. Было бы здорово, если бы вы 2 могли просветить меня по этому поводу», с задумчивым выражением ответил Хань Ли. «На самом деле это довольно просто.
Все расы, захватившие определенную территорию в мире духов, потерпели странный камнепад на своей земле, и в этих камнях запечатан хаотический звездный духовный свиток, один из самых могущественных сокровищ в мире духов, и он постоянно обновляется. Каждый отдельный предмет в списке весьма необычен, и даже божественное духовное сокровище, похожее на твой котел, находится практически в самом низу копии свитка, поэтому я не обращал на него особого внимания. Таким образом, вполне возможно, что моя память просто играет со мной злую шутку, честно объяснил Шикун. Глава 1719. Золотая тыква и таблетка духовной метаморфозы. Я не уверен, что это тот предмет, о котором вы говорите. Однако этот вопрос подождет. Мы должны сосредоточиться на проверке предметов в котле, чтобы убедиться, что среди них есть сокровища, о которых просили двое наших старших, с улыбкой сказал Хань Ли. Видя, как Хань Ли явно уклонялся от вопроса, Шикун, естественно, не мог продолжать настаивать на вопросе и не стал пытаться задавать дополнительные вопросы, кивнув в ответ. Во время разговора взгляд Лю Шуэр был прикован к небесному котлу, и после завершения разговора Хань Ли и Шикуня она немедленно сказала: «Пожалуйста, покажи нам сокровища, брат Хань». Их очень легко идентифицировать, поэтому мы определенно не ошибемся. Казалось, ее больше интересовали сокровища в котле, чем Шикуна. У Хань Ли, естественно, не было возражений против этого, и он взмахнул рукавом, послав несколько флагов формации, которые растворились в окружающем пространстве в виде полосок разного цвета. Внезапно появился барьер белого света, охватывающий область радиусом более 100 футов вокруг небесного котла. Это была простая ограничительная формация, и она, естественно, была создана, чтобы предотвратить любые неприятности после того, как сокровища были обнаружены. Лю Шуэр и Шикун бросили быстрый взгляд на световой барьер, а затем перестали обращать на него внимание. Это ограничение могло быть легко нарушено ими, и у них не было причин подозревать, что Хань Ли таил какие-либо скрытые мотивы. Установив формацию, Хань Ли бросил взгляд на небольшой котел в воздухе и, открыв рот, выплюнул вспышку лазурного света. Лазурный свет пронесся по котлу, и изнутри раздался грохочущий шум среди вспышек лазурного света. Лю Шуэр и Ши Кун смотрели, затаив дыхание. Тем временем Хань Ли с расслабленной улыбкой поднял руку и указал пальцем на маленький лазурный котел. Первоначально котел был размером всего около фута, но затем сразу же расширился до 10 футов в высоту. Затем Хань Ли немедленно сделал печать заклинания рукой, и с глухим ударом из котла вылетел шар света. Шар света был размером с человеческий кулак, но был туго связан бесчисленными лазурными нитями, которые слегка пульсировали. Хань Ли тихонько вскрикнул и поднял руку, сделав печать заклинания, которая тут же исчезла в шаре света. Сразу после этого лазурные нити вокруг светового шара были разорваны и исчезли в виде пятнышек лазурного света. Как только лазурные нити потускнели, вспыхнул золотой свет, и предмет снова попытался улететь. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он немедленно протянул руку. Огромный взрыв невидимой силы мгновенно опустился, и объект был полностью обездвижен в воздухе. Хань Ли сфокусировал взгляд на предмете и обнаружил, что это мерцающая золотая тыква. На ее поверхности были сложные узоры, и от него беспорядочно светился духовный свет. Выражения лиц Лю Шуэр и Шикуня немного изменились, увидев это, но они ничего не сделали в ответ. Хань Ли сделал тянущее движение рукой, и золотая тыква сразу же полетела на него, приземлилась в его руках. Казалось, она приобрела духовную природу и непрерывно тряслась в его руке, пытаясь вырваться на свободу. Хань Ли приподнял бровь и провел рукавом по тыкве, и во вспышке белого света на ее поверхность наклеили белый талисман. Ограничивающая сила талисмана сразу же заглушила свет, исходящий от тыквы, и она полностью замерла. Хань Ли спокойно поднял руку и поднял тыкву на уровень своих глаз для дальнейшего осмотра. Голубой свет вспыхнул в его глазах, и он направил к сокровищу лучик своего духовного чутья. По прошествии полных 10 минут духовный свет в глазах Хань Ли угас, и он бросил тыкву вперед. Предмет немедленно пролетел в воздухе, как шар золотого света, затем резко остановился между Лю Шуэр и Шикуном, неподвижно зависнув в воздухе. Это не сосуд с духовными таблетками, а скорее сокровище с элементом редкого металла. Кажется, что тыква не только сама обладает некоторыми способностями, но и питает собой несколько летающих мечей, хотя я не могу определить силу этих мечей. В таком случае это должно быть клинковая тыква, существовавшая только в древние времена. Я слышал, что метод изготовления этого типа сокровищ уже исчез в полной безвестности на всех континентах. Я бы хотела осмотреть это сокровище. Если господин даосист Ши не возражает, могу я первой взглянуть на сокровище? Внезапно спросила Лю Шуэр, повернувшись к Шикуну с улыбкой. «Хе-хе, конечно, нет, можешь посмотреть первой», — небрежно усмехнулся Шикун. Лю Шуэр улыбнулась и взмахнула рукой в воздухе, и золотая тыква немедленно послушно опустилась к ней в ладонь.
Она высвободила свое духовное чутье и начала внимательно осматривать предмет, но через некоторое время она покачала головой и кинула его Шикуну. На лице Шикуна появился намек на разочарование, когда он увидел ее реакцию, но он все еще не хотел отказываться от предмета и тоже начал изучать его с увлечением. Через некоторое время Шикун также слегка разочарованно вздохнул. Это действительно сокровище с элементом металла, и тот факт, что оно было помещено в этот золотой котел, скорее всего, указывает на то, что оно довольно мощное. Что мы будем с ним делать, товарищи? Лю Шуэр повернулась к Хань Ли с ухмылкой. Поскольку это не одно из сокровищ, запрошенных моей госпожой и старейшиной Дуанем, почему бы нам пока не передать его брату Ханю на хранение? Мы решим, как разделить сокровища, когда все здесь осмотрим. Ши Кун на мгновение задумался над этим предложением и, кивнув в ответ, бросил тыкву обратно Хань Ли. У меня нет возражений против предложения феи Лю. Поскольку двое наших старших не просили это сокровище, брат Хань может пока оставить его себе. В таком случае я был бы рад услужить. Хань Ли не пытался отказаться и провел рукавом по воздуху, чтобы изгнать вспышку лазурного света, которая охватила золотую тыкву, затянуть ее в рукав. Затем он наложил еще одну печать заклинания на небесный котел, и изнутри котла вспыхнул лазурный свет, и появился другой объект, связанный лазурными нитями. Хань Ли снова вытащил лазурные нити, и это сокровище представляло собой лазурную нефритовую шкатулку с мерцающими золотыми рунами на поверхности. Нефритовая шкатулка была втянута в хватку Хань Ли, и поведение Лю Шуэр и Ши Куня явно изменилось при его виде, пристально глядя на него. Хань Ли, не разыгрывая никаких трюков, направил поток духовной ци в нефритовую шкатулку прямо перед двумя своими товарищами. Крышка слетела, и выражение лица Хань Ли немного изменилось после того, как он взглянул на содержимое коробки. Внутри находились две одинаковые миниатюрные зеленые лошади, каждая из которых была размером с яйцо и источала богатый лечебный аромат. Из их тел исходил тонкий чистый духовный ци этого аромата, но две миниатюрные лошади лежали совершенно неподвижно, с закрытыми глазами, давно потеряв все признаки жизни. Две миниатюрные лошади поднялись из коробки по велению Хань Ли и полетели к Лю Шуэр и Ши Куню. В то же время он сказал спокойным голосом: «Эти две духовных таблетки, должно быть, и являются творожными нефритовыми травами, о которых говорили наши двое старших, не так ли? Кто бы мог подумать, что они уже способны к метаморфозам? Я уверен, что они будут очень полезны двум нашим старшим. Поскольку их двое, почему бы вам не взять по одному каждому?» Лю Шуэр и Ши Кун были в восторге от этого, но они также были немного разочарованы при виде пары чрезвычайно похожих на живых, но совершенно безжизненных миниатюрных лошадей. Однако, в любом случае, тот факт, что Хань Ли без колебаний предложил им такие драгоценные духовные растения, смягчил последний намек на беспокойство, которое они питали по отношению к нему. Ши Кун выразил свою благодарность Хань Ли, схватив одну из миниатюрных лошадок, мельком осмотрел ее и убрал в свой нефритовый ящик. Лю Шуэр также была очень довольна этим духовным растением и выразила свою благодарность Хань Ли, спрятав его в рукаве. Хань Ли бесстрастно кивнул в ответ на их выражение благодарности, а затем бросил нефритовую шкатулку на землю. Он делал это, чтобы показать им двоим, что шкатулка действительно пуста и что в ней нет других духовных растений. После этого он продолжил призывать сокровища из небесного котла. Следующие два предмета, которые вылезли из котла, были шестиугольной пластиной и мерцающей золотой пагодой. Было совершенно ясно, что эти двое были невероятно могущественными сокровищами, и они были временно переданы Хань Ли на хранение. Следующим сокровищем, появившимся из котла, было другое, о котором просили Цай Люин и Дуань Тиньжэнь, поэтому Хань Ли разделил его поровну между двумя своими товарищами. Глаза Лю Шуэр вспыхнули, и на ее лице появился намек на беспокойство. Выражение лица Шикуна также немного потемнело. Они могли видеть, что в котле Хань Ли осталось не так много золотых световых шаров, но они по-прежнему не увидели таблеток духовной бездны, поэтому они начинали тревожиться. Независимо от того, сколько других сокровищ они получили, их поездка все равно будет считаться провалом, если они не смогут заполучить важнейшие таблетки духовной бездны. В этот момент из гигантского лазурного котла раздался низкий звенящий звук, и из него вылетело еще одно сокровище. Лазурные нити рассеялись, открыв маленький фиолетовый пузырек, который был всего несколько дюймов в высоту, но его поверхность была гладкой, как зеркало, и вокруг него вращались струйки белой ци. Из маленького флакона вышел поток удивительной духовной ци, и на лицах Ши Куня и Лю Шуэр появилось выражение восторга. Хань Ли бесстрастно посмотрел на фиолетовый флакон, который медленно вращался в воздухе, и, погладив подбородок, уголки его губ слегка приподнялись. Внезапно он поднял руку и указал вперед. Крышка пурпурного флакона внезапно отлетела сама по себе. Затем отверстие флакона было перевернуто, и изнутри появился золотой шар духовного пламени. Духовное пламя издало странный крик и превратилось в огненную золотую птицу. Глава 1720. Мир на завесе.
Огненная птица, появившись, сразу же издала ясный крик в небеса. Хань Ли, глубоко вздохнув, вытянул чистую белую руку из одного из своих рукавов, а затем сжал 5 пальцев, щелкнув ими по очереди. Одна за другой вырвались 5 вспышек ледяного пламени, поразив огненно-золотую птицу во вспышке, сильно затемнив исходящий от нее свет. После того, как все 5 вспышек ледяного пламени поразили золотую птицу, она испустила мучительный крик, и золотое пламя полностью отступило, открыв золотую таблетку. Таблетка была размером с человеческий большой палец, а на ее поверхности мерцал сложный узор. Его яркий золотистый цвет в сочетании с этими узорами представлял собой весьма чарующее зрелище. Нет никаких сомнений, это определенно таблетка духовной бездны. Воскликнула Лю Шуэр с радостным выражением лица, как только появилась таблетка. Ши-кун также оценивал таблетку с волнением в глазах, но внезапно ему пришла в голову мысль, и выражение его лица слегка изменилось, когда он спросил: «Брат Хань, здесь только одна таблетка духовной бездны». Хань Ли не ответил на этот вопрос. Вместо этого он просто указал пальцем на маленький фиолетовый пузырек, и он вздрогнул, как вдруг из него с глухим стуком вылетела другая огненно-золотая птица. 2 таблетки. Это фантастика. Ши-кун сразу же расхохотался, увидев это. Поскольку оба старших попросили эту таблетку, а их оказалось 2, вы можете забрать каждую по одной. У кого-нибудь из вас есть какие-либо возражения? Спросил Хань Ли с многозначительной улыбкой на лице. Увидев это, лица Лю Шуэр и Ши-куня немного изменились, и они быстро обменялись взглядами. Серьезное выражение появилось на лице Ши-куна, и Лю Шуэр посмотрела на него с холодным выражением лица. Ши-кун на мгновение заколебался, а затем тяжело вздохнул. «Хорошо, я соглашусь на эту договоренность. Мой мастер строго приказал мне принести ему все таблетки духовной бездны, но, поскольку фея Лю не желает отступать, у меня нет другого выбора, кроме как пойти на компромисс. У меня тоже нет возражений. По крайней мере, я не вернусь к моей госпоже с пустыми руками», вмешалась Лю Шуэр, и холодный взгляд в ее глазах немного смягчился. Видя, что обе стороны согласились с этим, хотя и неохотно, Хань Ли кивнул, указав пальцем на 2 таблетки в воздухе. 2 золотые таблетки вылетели вперед, мгновенно оказавшись перед Лю Шуэр и Ши-куном в мгновение ока. Лю Шуэр подняла руку, чтобы поймать летевшую к ней таблетку, в то время как Ши-кун внезапно открыл рот, выпустив вспышку желтого света, которая мгновенно унесла таблетку. Только после этого он спокойно извлек таблетку из желтого света. Несмотря на то, что они оба были убеждены, что это были таблетки духовной бездны, это было чрезвычайно важным вопросом, поэтому им, естественно, все же пришлось использовать свои собственные секретные методы для проверки. Таким образом, один из них начал петь заклинания и бросать нити печати заклинаний на таблетку, которую они держали. Между тем, другой просто пристально смотрел на таблетку в руке. Примерно через 10 минут они оба сразу подняли глаза, а затем обменялись взглядами и кивками, после чего вздохнули с облегчением. «Мы должны выразить тебе нашу благодарность, брат Хань. Без твоей помощи у нас не было бы возможности так быстро добраться до этого места и забрать таблетки духовной бездны», сказала Лю Шуэр с улыбкой, а затем убрала таблетку во флакон, который она несла с собой. «Я принял условия 2 наших старших, поэтому мне следует их выплатить», небрежно ответил Хань Ли. Ши-кун также убрал свою таблетку и бросил взгляд на фиолетовый пузырек, который парил в воздухе, и внезапно спросил: «Ты слишком скромен, брат Хань. Прости меня за грубость, но я должен спросить, есть ли внутри этого флакона есть другие таблетки». Сердце Лю Шуэр забилось, услышав это, и в ее глазах промелькнуло странное выражение. «Хе-хе, я не думал, что брат Ши будет таким жадным. Ты можешь сам посмотреть, остались ли там таблетки», хихикнул Хань Ли и наложил печать заклинания, и фиолетовый флакон тут же полетел к Ши-куну в виде полоски света. Ши-кун мог услышать намек на недовольство в голосе Хань Ли, но это было слишком важным вопросом, чтобы он рискнул упустить из виду какие-либо детали, поэтому он притворился, что не обращает внимания на отношение Хань Ли, и, поймав пузырек, ввел в него свое духовное чутье. Однако флакон был совершенно пуст, и других таблеток в нем не было. Намек на разочарование промелькнул в сердце Ши-куня, но он замаскировал его улыбкой и повернулся к Лю Шуэр. «Хочешь взглянуть, фея Лю?» Он жестом бросил ей пузырек, пока говорил. Однако Лю Шуэр просто покачала головой и сказала: «Брат Хань и брат Ши уже осмотрели флакон, поэтому мне не нужно еще раз смотреть, я доверяю вам». Ши-кун, естественно, не мог форсировать проблему, поэтому он мог только робко улыбнуться Хань Ли и вернул ему пузырек. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но он, тем не менее, взмахнул рукавом, чтобы принять фиолетовый флакон. После этого Хань Ли достал из котла еще 2 предмета, оба из которых были редкими материалами, которые практически исчезли в мире духов, и они также были среди предметов, запрошенных Цай Люин и Дуань Тиньжэнь. Из-за того, что каждый предмет был только по одному, Лю Шуэр и Ши-кун взяли по одному, и никаких споров не возникло.
Таким образом, кроме первых 3 сокровищ, которые вышли из котла, все остальные предметы были зарезервированы для 2 старших. В котле больше не было предметов, и Ши-кун не выразил никаких сомнений по этому поводу. В конце концов, в небесном котле действительно больше не было шаров золотого света. После того, как Хань Ли убрал свой небесный котел, Лю Шуэр сказала с улыбкой: «Брат Хань, первые 3 сокровища из котла не относятся к тем, что были запрошены моей госпожой и старшим дуанем, поэтому давайте разделим их между собой». «Ха-ха, хорошо, что было 3 сокровища, мы сможем забрать по одному каждое». «Можешь выбрать первым, брат Хань», — предложил Ши-кун. Лю Шуэр сначала запнулась, услышав это, но затем быстро согласилась с улыбкой. В конце концов, Хань Ли имела смысл выбрать первым. Вдобавок ко всему, не было возможности выяснить способности 3 сокровищ, осмотрев их визуально или используя свое духовное чутье, поэтому не имело особого значения, в каком порядке они выбирали. Услышав это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и тот сказал: «Хорошо, в таком случае я был бы более чем счастлив сделать это. Я уже выбрал сокровище, вы двое можете разделить оставшиеся 2 сокровища». Говоря это, Хань Ли взмахнул, и сразу же вылетели 2 предмета, зависнув перед ним. Это были не что иное, как золотая пагода и шестиугольная пластина, что означало, что он выбрал золотую тыкву. Лю Шуэр и Ши-кун были слегка удивлены выбором Хань Ли, но не обратили на него особого внимания. Вместо этого они оба обратили внимание на оставшиеся 2 сокровища с задумчивыми взглядами на лицах. Лю Шуэр заговорила первой. «Мне нужна золотая пагода. Если у тебя нет возражений, можешь взять пластину формации». «Что скажешь, брат Ши?» Ши-кун на мгновение заколебался, но, в конце концов, кивнул в знак согласия. «Хорошо, тогда я возьму пластину». «Спасибо за то, что позволили мне сделать выбор раньше, чем ты, брат Ши», — Лю Шуэр улыбнулась, прежде чем поднять руку, и золотое сокровище пагоды перед Хань Ли оказалось в ее руках. Ши-кун, естественно, тоже призвал к себе шестиугольную пластину. Все 3 переглянулись, и все были в восторге. «Брат Хань, фея Лю, вы бы не стали возражать, если бы я взял этот золотой котел, не так ли?» Ши-кун внезапно зашагал к котлу с улыбкой на лице. Затем он возложил на нее руку, и от нее внезапно исходил яркий духовный свет. Сразу после этого котел в мгновение Икэ уменьшился до размеров человеческого кулака. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, но его выражение лица мгновенно смягчилось, когда он сказал: «У меня нет возражений». «Если фея Лю не возражает принять эту договоренность, тогда можешь забрать его». Этот котел — фантастическое сокровище для хранения важных вещей, и я тоже хотела бы его себе, но раз братша уже выбрал его, я готова отказаться. В глазах Лю Шуэр был намек на разочарование, когда она оценила золотой котел, но Ши-кун уже потребовал его, поэтому у нее не было выбора, кроме как подчиниться. В конце концов, из-за этого не стоило разжигать потенциальный конфликт. Ши-кун усмехнулся, запихивая золотой котел в рукав, затем огляделся и обнаружил, что Хань Ли в настоящее время внимательно рассматривает эту странную завесу. «Брат Хань, ты что-то нашел?» — спросил Ши-кун при виде восхищенного лица Хань Ли. «Это необычная завеса», — Хань Ли дал совершенно бессмысленный ответ. Услышав это, Ши-кун потерял дар речи. Тот факт, что эта завеса была способна поглощать их духовное чутье, явно указывал, что это был необычный предмет, поэтому такой ответ не сказал ему ничего нового. Однако для него было бы неуместным подглядывать дальше, поэтому он мог также осматривать завесу, используя только свои собственные секретные методы. Тем временем Лю Шуэр также подошла к завесе, оценивая ее с задумчивым выражением лица. Прямо в этот момент тело Хань Ли качнулось, и он внезапно появился за завесой. Он поднял обе руки и последовательно щелкнул 10 пальцами, на которые на экран полетели заклинательные печати разных цветов. Ши-кун и Лю Шуэр, естественно, были заинтригованы тем, что делает Хань Ли, и поспешно посмотрели на него. Прямо в этот момент Хань Ли издал низкий крик, и на его глобеле внезапно появился шар черной ци. Затем появился угольно-черный 3-й глаз и направил на завесу столб черного света толщиной с человеческий палец. Сразу после этого из-за экрана раздался жужжащий звук, и возникло огромное пространство семицветного света. Свет охватил Хань Ли, и он внезапно исчез на месте. Сердце Ши-кун и Лю Шуэр сжались, увидев это, и они немедленно помчались к задней части экрана в унисон. Там они обнаружили, что на экране появилась строка древнего фиолетового текста. «Мир внутри завесы». Зрачки Лю Шуэр слегка сузились, когда она читала слова вслух.